Азиатка для русского парня. Девушка из какой страны Азии лучше всего подойдет для русского парня? Самая лучшая на свете азиатка. Меня регулярно спрашивают на тему самых подходящих для отношений женщин из стран Азии. Иногда даже просят помочь с выбором жены азиатки. Общих рекомендаций явно недостаточно. Нужен гайд вида, иди туда, сделай так. Но есть вопрос, который просто взрывает мозг. Какая азиатка лучше всего подходит для русского парня? В данном случае обратился вполне конкретный человек, однако что-то подобное спрашивают часто. По замыслу вопрошающих я должен ткнуть пальцем в точку на карте и указать место, где успех гарантирован. Точно так же один читатель терроризирует меня вопросом. Скажи, азиатки точно хорошие? Надо думать, что и в этом случае я должен дать простой бинарный ответ. Не время для азиатов. Ну ок, давай поговорим откровенно. Несомненно, мне лестно, что кто-то доверяет мне решать столь серьезный вопрос, как выбор подруги жизни. Обычно я саркастичен, но сейчас ровно ноль иронии. Отвечу как есть, однако вряд ли твой мир станет проще. В общем-то, я уже не раз обозначал свой подход к подаче материала. Я даю информацию, к размышлению, делюсь мнением и некоторым опытом, но принимать решение каждому придется самостоятельно. Лично я уверен, если человек готов передать кому-то другому ответственность по важнейшим себя вопросам, серьезным отношениям он просто не готов. Ни там, ни тут. Ведь он сам не знает, чего хочет, не готов отвечать за себя и свои поступки. Какая тут семья? Да еще женщине с другого конца планеты. Это действительно проблема. Однако проблема всего общества в целом, не только конкретного индивида. И поверь, ты не одинок. Причины вполне понятны. Мы выросли в матриархальных семьях. Нас приучили, что все решают сперва матери, а потом жены. Столетиями в голову людей индоктринируется идея, что от нас ничего не зависит. Там лучше знают. На уровне коллективного бессознательного мысли, что все решает кто-то другой. Кто-то, у кого больше мозгов и полномочий. Напомню известные слова Антона Павлова Чехова про выдавливание из себя раба по капле. Это было актуально в начале 20 века, но сейчас втройне. Однако осознание проблемы, начало ее решения. Не время сейчас не значит никогда. Более того, если ты просто смотришь мои материалы, ты уже сделал шаг из толпы. Быть как все ты почему-то не хочешь. Может, пришло время стать белой вороной? Азиатка для нашего парня. Необходимо осознать абсурдность поиска лучшей азиатки для русского парня. И тут прошу не цепляться к прилагательному «русский». На деле парень может быть из любой страны. Он может быть украинским, белорусским, латвийским и даже горячим финским. Смысл всегда один. По старой привычке я буду говорить языком метафор. Посоветуйте машину для русского парня. Какая работа подойдет для русского парня? Какое образование стоит получать русскому парню? Где и как стоит жить русскому парню? Список можно продолжать до бесконечности. Явно выходит ерунда. В подобном общении меня спросили. Но там же про отношения. А тут часы, машины и прочие вещи. Ну то есть при банальном шопинге бредовости режет глаз. А в куда более сложных материях все норм? Ты правда так думаешь? Кстати, по той же причине попытка купить азиатскую жену тоже ни к чему хорошему не приведет. Потому что простые прямые решения всегда ведут в никуда. Простые ответы всегда ложные. Отношения это всегда сложно. Не нравятся отношения тут и ты хочешь попробовать там, тогда готовься поменять одни проблемы на другие. Разница может быть лишь в том, что мужчине может быть по приколу разгребать завал культурных, языковых и юридических проблем с азиаткой. И нет никакого желания оставаться как все. Может быть потому, что как все ты уже пробовал и тебе не понравилось. В любом случае нужно готовиться к тому, что некий массив сложностей будет всегда. Легко и просто никогда и ни в чем не бывает. Ну вот жизнь так устроена. Извини, так не я придумал. Опять же, что такое этот ваш русский парень? О каком человеке идет речь? Какое у русского парня место жительства? Москва, Омск или Урюпинск? Где и кем он работает? Какое у него образование, статус, жизненный опыт, предпочтения и устремления? Неожиданно, все эти факторы тоже как-то влияют. Маленькая ремарка. Я усиленно работаю над чтением мыслей, но результаты пока не обнадеживают. Азиатки и поиск работы. Прежде всего перестань верить в волшебный звонок другу, который все объяснит. Что от тебя требуется небольшое усилие, набрать заветный номер, и сразу все наладится. Объясню на примере поиска работы, для меня сейчас актуально. Ты определяешься своими умениями и пожеланиями, чем хочешь заниматься, сколько зарабатывать. Строишь план минимум и план максимум, изучаешь рынок и что-то корректируешь. Потом отправляешь резюме в десятки компаний. Кто-то даже отвечает. Ты ходишь на собеседование, одни тебе отказывают, другие по итогам общения не устраивают тебя. Наконец, в финал выходит несколько компаний. Ты делаешь выбор, остальным отказываешь. А потом что-то идет не так, ты пишешь заявление и все начинается заново. При этом помним, любые переговоры это путь компромиссов и с работой, и с отношениями. Все-таки будем честны, мы никак не Леонардо Ди Каприо.
Поиск и избранница жизни – это процесс с некими заранее заданными параметрами. Происходящее с тобой нужно осознавать, контролировать и вовремя корректировать. И понимать, что ситуация может развиваться очень по-разному. Однако единственный способ не совершать ошибок – ничего не делать. Азиатки хорошие или все-таки нет? Я обобщаю женщин Азии под термином азиатки просто для того, чтобы как-то их называть кратко. Но я всегда помню, что даже в рамках одного подъезда дома где-нибудь в Таиланде проживают совершенно не похожие друг на друга люди. К примеру, тайки из Паттайи, провинции региона Исан или обеспеченных семей Бангкока настолько разные, как если бы они были из Японии и Франции. А ведь можно сравнить камбоджийцев из Камбоджи, этнических камбоджийцев из Таиланда и те камбоджийцы, которые во время красных мерах бежали, например, во Вьетнам или Таиланд. И у них общего, разве что принадлежность к одной расе. Подобный вопрос, то есть задать машинам из Восточной Азии, я так и вижу гомерический хохот. Или самим азиаткам, их такие вопросы изрядно бесят. Просто любой конкретный ответ грешит дикими обобщениями. В Азии проживает 4,7 миллиарда человек, причем заметная часть жителей, 30%, являются азиатами в соответствии с локацией проживания, но не азиатами по расе. Например, жительниц Индии называть азиатками можно, но не очень правильно. А еще не к ночи можно вспомнить термин монголоидная раса. К монголоидам некоторые антропологи относят и американских индейцев, и коренных жителей Австралии. Кстати, буряты тоже азиаты. И при разговоре про идеальную азиатку, про кого конкретно идет речь? А ведь условия проживания даже находящихся через забор Северной и Южной Кореях немного разные. Если точно, разница в уровне жизни в 20 раз. В этом смысле наши любимые соотечественники куда ближе к северным корейцам, чем к южным. Ну то есть вероятность что-то построить с северной кореянкой явно выше, чем с южной. Стоит ли напоминать, что ответ на вопрос, хорошую или плохую азиатку, повлияет образование женщины, ее семейный достаток, воспитание, отношения в семье, жизненный опыт. И как просто и однозначно ответить на вопрос по подходящую азиатку? Я считаю правомерным говорить лишь про вероятность. Так что, азиатки хорошие или плохие? Любые другие люди есть хорошие, но есть и не очень. Получится ли отношения с азиаткой? Могут получиться, но бывает, что в итоге все плохо и печально. В любом случае, идеализировать азиата крайне неразумно, равно как и демонизировать. Это просто люди, со всеми недостоинствами и недостатками. Такова селяви. Хочешь, чтобы обманул, успокоил, обнадежил? За подобным не ко мне. Где и как искать азиатку? Придется смириться с мыслью, что не существует какой-то конкретной страны, культуры или общности, которая на 100% гарантирует успех в отношениях. Нет смысла искать на карте волшебную точку, где сидят сладкие, добрые, верные азиатки и ждут именно тебя. Идеальная комбинация культур встречается только в мечтах. Что-то подобное возможно, разве что в онлайн-играх. Но мы же про реальный мир. Как выглядит минимальный по затратам вариант понять, а хочешь ли ты подписываться на отношения с азиаткой? Поскольку ты тут, она там, поиск азиатской жены начинается с выбора культуры. А потому той самой культуры необходимо интересоваться. Тебе нужно составить хотя бы общее представление о происходящем во всех интересующих тебя странах. Чтобы почувствовать разницу, нужно оценить весь массив данных. Если в какой-то момент ты поймешь, что люди какой-то конкретной культуре тебе по душе, значит пришло время начать изучать выбранный регион. А далее важно определиться с хотелками. Я об этом подробно говорил в статье «Знакомство с азиаткой. Чек-лист». Затем готовься к общению, и тебя ждет путь, полный ошибок трудных. Может повезет сразу, может нет. Поверь, никто не знает. С первого раза чаще всего что-то идет не так. Я советую сразу настраиваться на долгие поиски. Из обширного и по времени горького личного опыта меньше разочарований, если сразу готов к худшему. Мой метод — это системный подход и разумный расчет. Если тебе обещают быстро и просто, ищи где обман. Однако помним, это всего лишь имхо. В своих статьях я даю информацию для размышления, истории про другой мир, чтобы ты понял, ты не один. А выбор всегда есть, но решение принимать только тебе. Вообще это полезное умение, анализировать фактуру и на ее основе что-то самостоятельно решать, особенно если ты живешь в интересные и сложные времена.